Ребят, привет! Особый привет Вове Ковшар. Самый лучший мой подписчик, который смотрит все мои видео. Короче, получил я 2 посылочки с Китая. Это глина, синяя глина, о которой много говорят, но с моих знакомых никто ей не пользовался, так что она дешевая, так что я решил купить и попробовать. Сегодня проверю, как она вообще работает. И вторая посылочка — это керамика. Так, керамикой я буду пользоваться в следующем видосе, когда подготовлю капот, и тогда уже буду показывать. А сегодня буду пробовать синюю глину. Вот так она выглядит. Короче, капот я сполоснул и помыл шампунью, которая используется для бесконтактной мойки. То есть по максимуму помыл ее и плюс использовал не щетку, а именно губку, чтобы получше потереть. Но все равно вот я чувствую, что капот шершавый, то есть какие-то там песчинки на капоте есть. Обычно перед полировкой я прохожу растворителем. Вот, бензинорастворитель Нефраз. Он самым, бережнее всего лакокрасочным покрытием. То есть, хочу узнать, нужна ли эта глина перед полировкой или нет. Короче, я кусочек обработаю Нефразом и проверю, есть ли какие-то недостатки и снимает ли глина. И просто, без обезжирки. Короче, с трудом я ее достал, отколупал от этого целлофана. Так, хранить ее надо или в герметичном пакете, или в банке с водой. Я тепленькую налил, чтобы она более мягкая была. Короче, как ей пользоваться? Должна она быть всегда мокрая, чтобы к рукам не прилипала. И пользуемся водой мыльной с небольшим мыльным раствором. То есть пырскаем и терем этой глиной. Так. Короче, пробуем. Вот, нанес. И теперь сейчас размягчу ее и посмотрим, что она будет удалять. Да, посмотрите. Видите, черное что-то остается. Так, и чтобы это грязь эту убрать, надо сполоснуть. Сейчас еще раз потеру. Посмотрим, как она будет. Протер я этой глиной и обратил внимание, да, когда рукой проводишь, здесь более гладко. Но самое интересное, что сейчас попытаюсь показать. Вот здесь, видите? Так, вот здесь. Это такое ощущение, что я прошел не глиной, а наждачкой какой-нибудь 4000-й. Он как раз немножко матует лакокрасочное покрытие. Ну, наверное, тем самым он и снимает вот эти всю грязь, которую я не снял
растворителем. Так что сейчас, короче, пройдусь полностью капот этой глиной, а после этого... Короче, прошел я весь капот. Что я хочу сказать по ощущениям, что когда вводишь глину, сначала такое ощущение, что какой-то песок. После, когда потерешь подольше, этот песок пропадает, и глина уже более гладко идет по поверхности. Так, многие там говорили, что они там косяки скрывают, эта глина типа заполировывают. Ничего подобного, потому что после глины эффект больше, как я и сказал, после наждачки какой 4000. Такая замотованная поверхность. Ну, я думаю, если кто будет пользоваться, не пользоваться, а заниматься детейлингом, то я думаю, что в оборудовании у вас должна по-любому быть эта синяя глина. Так, на этом видео буду заканчивать. В следующем буду полировать.